Трактор-пулинг представляет собой вид автоспорта, в котором победителем становится не тот, кто быстрее пройдет дистанцию, а тот, кто протащит специальные сани дальше всех. География распространения данного спорта охватывает США, Канаду, Европу, Австралию, Бразилию и многие другие страны. В современных соревнованиях участвуют специально подготовленные тракторы, грузовики и пикапы, мощность которых может достигать 10 тысяч лошадиных сил. Однако истоки трактор-пулинга уходят в далекое прошлое, в эпоху, когда привычных нам машин еще не было. Друзья, всем привет! Сегодня разбираемся, что такое трактор-пулинг. Корни трактор-пулинга уходят в середину 19 века, когда американские фермеры устраивали состязания с целью выяснить, чья лошадь сильнее. Фермеры клали на землю амбарную дверь, запрягали в нее лошадь, которая тащила эту дверь по дороге. По мере движения на дверь запрыгивали люди, увеличивая нагрузку до тех пор, пока лошадь не останавливалась. Та лошадь, которая утянула наибольшее количество людей на наибольшее расстояние, признавалась самой сильной. Переход к механизированным состязаниям произошел в 1929 году, когда в Боулинг-Грин, штат Миссури, были организованы первые соревнования тракторов. В них использовались стандартные тракторы и специальные сани, на которых располагался груз. Заезд проводили в несколько раундов. После каждого раунда груз увеличивали. Побеждал тот, кто мог утащить больший груз. До середины 20 века данные мероприятия были небольшими и проводились в основном на региональном уровне. Рост популярности пришелся на 1950-60-е годы. В 1962 году была создана организация Wood County Tractor Pullers. В 1967 году на Wood County Fairgrounds в Боулинг-Грин, штат Огайо, состоялся первый национальный чемпионат, на который для демонстрации своей силы прибыли участники из самых разных региональных соревнований. Техника в зависимости от собственной массы была разделена на 3 весовые категории: до 5000 фунтов, до 9500 фунтов и до 14 тысяч фунтов. К участию допускались как стандартные, так и модифицированные тракторы. В 1969 году для установления единых правил и структуры спорта была основана National Tractor Pullers Association (NTPA). В нее вошли представители 8 штатов – Иллинойс, Индиана, Айова, Мичиган, Миннесота, Миссури, Огайо и Пенсильвания. С 1987 года и по сей день NTPA управляется компанией World Pulling International Incorporation (WPI). В Европу трактор-пулинг пришел в конце 1970-х. Сначала в Нидерланды, а затем в Великобританию и другие страны. В 1980-х и 1990-х годах европейский трактор-пулинг оформился как самостоятельное спортивное движение. Были созданы национальные федерации и клубы, а для координации и унификации правил на континенте появился Европейский комитет по трактор-пулингу (ETPC). Самое главное, трактор-пулинг – это состязание на расстояние, а не на скорость. Цель состоит в том, чтобы протянуть сани на максимальное расстояние. Минимальная ширина трассы составляет 9 метров. Длина для США 97 метров, для Европы 100 метров. Ключевой элемент трактор-пулинга – это специальные сани. Их основные компоненты – это рама, опорная плита, колеса для транспортировки, система крепления к трактору и специальный груз. По мере продвижения саней с помощью шестеренчатого механизма или гидравлики он перемещается от задней части к передней. Также сани оборудуются кабиной, которая может быть установлена отдельно или прямо на груз. В кабине сидит оператор, который управляет подъемом колес и возвращением груза. Во время старта груз расположен над задними колесами. Сопротивление передвижению минимально. Во время движения груз перемещается вперед, увеличивая давление на плиту. При прохождении 70-80% дистанции колеса саней поднимаются, и вся масса груза переносится на плиту. Если участнику удается дотянуть сани до самого конца трассы, это называется full pull, то есть полная дистанция. Такое случается редко и считается большим достижением. Если полной дистанции достигают несколько участников, для определения окончательного победителя проводится дополнительный раунд с увеличенным весом.
Современный трактор-пулинг разделен на несколько классов. Modified Tractors представляет самый экстремальный класс. Зародившись как фермерские тракторы с нетракторными двигателями, они превратились в полностью специализированные машины и могут иметь самые разные силовые установки. Им разрешается использовать до 2 турбированных автомобильных двигателей с нагнетателями большого размера, либо 3 и более автомобильных двигателей с нагнетателями среднего размера. Также принимают участие тракторы с авиационными, промышленными или морскими двигателями с ограничением до 12 цилиндров с различными комбинациями турбин. Масса машин до 3400 кг, мощность от 10 до 12 тысяч лошадиных сил. Super Stock Tractors имеет один двигатель, работающий на дизеле или спирте. На нем может быть несколько турбонагнетателей. Для дизельных машин ограничение массы до 3765 кг, для спиртовых до 3629. Ограничение мощности 5000 лошадиных сил. Pro Stock Tractors ограничены одним турбонагнетателем и работают только на дизеле. Максимальный объем двигателя 11,1 литра. Разрешено использование интеркулеров. Масса машины до 4536 кг. Мощность до 3700 лошадиных сил. Light Pro Stock Tractor следует всем правилам Pro Stock с дополнительными ограничениями. Двигатель до 8,85 литра, отсутствие специализированных шасси. Головки цилиндров должны быть оригинальными для соответствующего сельскохозяйственного бренда. При этом масса машин до 3900 кг, а мощность до 2800 лошадиных сил. Классификация также включает различные категории грузовиков. Four-wheel drive trucks – это стандартные с виду полноприводные грузовики, по-нашему пикапы, массой до 2800 кг, с ограничением рабочего объема двигателя до 10,65 литра. Two-wheel drive trucks – это заднеприводные грузовики, также массой до 2800 кг, с рабочим объемом двигателя до 9,42 литра. Могут использовать турбированные двигатели, работающие на спирте. Super Semi – это грузовые автомобили-тягачи. Могут иметь только серийный коммерческий двигатель с одним или несколькими турбонагнетателями, работающим на дизеле. Ограничение массы машины до 9000 кг. Все машины должны иметь каркас безопасности с 5-точечными ремнями, защитные дуги спереди и сзади, аварийный выключатель и специальную педаль газа Deadman Throttle. Если водитель по какой-то причине отпустит педаль газа, двигатель автоматически выключится. Также водители должны носить шлемы и специальные защитные костюмы. Трактор-пулинг – это спорт, основанный на мощности и крутящем моменте, что требует специальной модификации двигателя. Наиболее популярным для трактор-пулинга является применение нескольких автомобильных двигателей V8. Часто используют турбированные версии моторов Chevrolet или Ford объемом до 9 литров каждый с общей мощностью до 10 тысяч лошадиных сил. Престижную категорию представляют двигатели времен Второй мировой войны. Например, авиационные двигатели Ellison V12 объемом до 28 литров мощностью около 2000 лошадиных сил. Также применяются и танковые 38-литровые двигатели V12 Transmesh мощностью до 2200 лошадиных сил. Передовые технологии представлены турбинными установками. Например, британский Gator Toolings Edition использует 4 турбины Rolls-Royce Gem, развивающие до 4000 лошадиных сил. Для оптимальной передачи тяги многие тракторы используют в трансмиссии планетарные редукторы и специальные дифференциалы. Системы сцепления, как правило, многодисковые. Огромную роль для реализации мощности играют шины. Применяются, как правило, специализированные шины, такие как Mitas Power Pull, которые позволяют участникам нарезать рисунок протектора самостоятельно. Современная система организации трактор-пулинга представляет собой иерархическую структуру, координируемую национальными и международными федерациями. National Tractor Pullers Association в Соединенных Штатах проводит соревнования на 4 уровнях. State Level – это первая ступень. В данной лиге участвуют как любители, так и профессионалы вне зачета. При этом техника может быть уровня высших лиг. Regional Level – это начало национального уровня пулинга. Здесь участвуют профессиональные и полупрофессиональные команды. Grand National считается уровнем лучших из лучших. Это главная профессиональная серия NTPA. Уровень, на котором определяется национальный чемпион.
Super National – это уровень, определяющий не отдельную лигу, а скорее категорию событий. Super National – это статус, который присваивается отдельным этапам, самым крупным и значимым в сезоне. На таких этапах собираются все сильнейшие участники Grand National и лучшие региональные команды, а также приглашенные звезды и иностранные участники. Трактор-пулинг сочетает сельскохозяйственные традиции с высокотехнологичным автоспортом. Масштаб популярности этого спорта хорошо демонстрирует National Tractor Pulling Championship в Боулинг Грин. Данное мероприятие собирает до 65 тысяч посетителей, что делает его крупнейшим чемпионатом по трактор-пулингу в мире. В настоящее время в мире действует около 30 официальных ассоциаций трактор-пулинга. Правила участия в них унифицируются, что облегчает участие команд из разных стран и способствует росту конкуренции. Ведущие мировые бренды сельхозтехники и автоспорта используют трактор-пулинг как площадку для испытания и демонстрации новых технологий. Многоступенчатый турбонаддув, впрыск метанола, шины, системы безопасности и так далее. Это способствует развитию как автоспорта, так и промышленности в целом. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока!